Сегодня мы снова поговорим о совершенно новых секретах роста мышц. Это могут быть терапевтические методы, косметические процедуры, а также способы набора объемной мускулатуры для мужчин. Давайте разберемся, почему так много людей, как женщин, так и мужчин, не получают никакой настоящей, быстрой и по-настоящему впечатляющей пользы от тренировок в обычных спортивных залах. Потому что они не знают этих важных секретов и поэтому вынуждены прибегать к инъекциям гормонов и стероидов. Это совсем не то, что мы хотим для кого-либо из вас, ведь в итоге люди начинают колоть себе гормоны прямо в ягодицы. Будь то стероиды или другие виды гормональных препаратов, и это почти всегда приводит к очень серьезным проблемам со здоровьем, которые испортят жизнь на долгое время. Почему большинство из них в итоге имеют такие проблемы, как если бы использовали шприц, подобной чайной решетке, все в хаосе? Потому что они въептят стероиды для увеличения объема мышц, чтобы придать форму. Но это настоящая катастрофа. Ни реальная сила, ни красивый вид, в итоге только проблемы. Даже для тех, кто тренируется, чтобы вылечить поясницу или суставы, спортзалы не помогают. Ответ длинный, но сегодня мы возьмем простую волшебную часть. Каждая мышца имеет свою личность. Некоторые нуждаются в больше повторений, другие в больше отдыха между подходами. Тренировки нужно строить на анатомии мышц, а не на популярной науке бодибилдинга, которая не является наукой вовсе. Это народное заблуждение. Стыдно за это. Оно не имеет ничего общего с реальной анатомией. Послушайте, у вас есть доступ к анатомии мышц. Почему бы вам не использовать ее, не изучать все детали и не основывать на этой информации свои тренировки и полноценную программу подготовки? Давайте возьмем анатомическое наблюдение в качестве яркого примера. Как вы знаете, некоторые мышцы имеют значительно более длинные сухожильные части, чем другие. Каждая мышца, как мы помним, прикреплена к костям своими двумя концами. Эти концы и называются сухожилиями. Обычно они крепятся к костям в определенных стандартных местах. Но есть и такие мышцы, которые выходят за рамки этих типичных зон крепления, и это очень важно учитывать при составлении тренировок. Итак, давайте рассмотрим конкретный пример. Это передняя мышца бедра. Давайте подробно обсудим, как именно правильно тренировать эту мышцу, основываясь на ее анатомических особенностях, которые мы только что описали. Давай разберемся подробнее. Стандартные упражнения, как правило, основаны на двух простых движениях. Это сжатие мышц и их растяжение. В общем-то, почти любые тренировки сводятся именно к таким действиям в своей основе. Давай возьмем пример. Если ты играешь в баскетбол, то во время игры ты постоянно сжимаешь и растягиваешь мышцы груди. Все это движение включает в себя сгибание в суставах. Например, когда ты находишься в таком положении, руки согнуты под дуг, прямым углом в форме буквы L, твои мышцы груди полностью растянуты. А когда ты выполняешь движение, сжимая эти мышцы, они сокращаются, а затем снова возвращаются в растянутое положение. Но есть и такие группы мышц, которым нужны дополнительные элементы к обычному сжатию и растяжению, чтобы тренировка была эффективной и полноценной. Тренируя переднюю часть бедра, нужно использовать разные углы. Каждый угол работает на разные участки. Посмотрите на изображение. Это упражнение для этой области, а это для другой. Не сосредотачивайтесь только на этой области мышц. Вам нужно выполнять достаточно полные, насыщенные упражнения, потому что обычные тренировки не охватывают все участки мышечной ткани. Сейчас посмотрите внимательно на головки мышц. Обратите внимание, как они прикреплены к костям. Одна из этих головок крепится неподалеку от тазобедренного сустава, и это выглядит совершенно привычно, если сравнить ее с другими мышцами. А вторая голова – мышца заметно удлиненная. Замечаете ли вы разницу между этими двумя головками?
Замечаете эту разницу в их длине? А что же этот факт означает? Давайте разберемся. Когда специалисты и ученые вникают в этот вопрос, они приходят к важным выводам относительно эффективности тренировок. А обычные упражнения движут только общую область мышцы, не затрагивая верхние головки. Из-за большей длины и изгиба стандартные упражнения с трудом полностью включают их. Стандартные упражнения не способны достичь всех участков для максимального развития. Это сложно с классическими упражнениями. Наши классические упражнения, растяжение и сжатие, не такие плохие, как те, которые вы знаете. Мы говорим о наших тренировках. Знаете, мы выполняем классические скручивания на тренажере для ног, но при этом используем совершенно разные углы наклона. Однако даже все эти разные позиции не позволяют нам полностью добраться до некоторых участков мышц и развить их должным образом. Многие люди ошибочно полагают, что для хорошей формы достаточно просто накачать маленький участок мышцы в верхней части живота, и это будет все. Но это совсем не так, чтобы мышца развивалась полностью. Ее нужно нагрузить со всех возможных сторон, а не только с одного угла. Когда вы развиваете эти часто игнорируемые участки, у большинства бодибилдеров мышца набухает и толкает другие части, становясь плотной, полной и красивой. Все части нужно укреплять, чтобы избежать слабых мест. Традиционные бодибилдеры, использующие стероиды, делают неполные движения, держат вес, не выполняя полное растяжение или сжатие. Это приводит к слабым областям, например, во время боя или подъема вещей дома. Поднимая вес под определенным углом дома, помогает жене. Даже с огромными мышцами под определенным углом можно получить травму. Почему? Вы знаете, это ваше слабое место, ведь вы вообще никогда не тренировали его. Вы стали невероятно массивными, а ваши мышцы выросли абсолютно неравномерно. Именно поэтому это место очень уязвимо. Оно может повредиться в любую минуту, словно вы никогда не посещали спортивный зал в своей жизни и никогда не занимались тренировками. Дело в том, что вы всегда полностью ограничиваете ему подвижность. И к тому же, это тот самый момент, о котором мы говорили ранее, когда обсуждали тему защиты этого участка тела. Знаешь ли ты, почему так важно прорабатывать мышцу полностью? Когда ты выполняешь упражнение так, чтобы задействовать всю мышцу вместе со всеми ее сухожилиями и проработать абсолютно все возможные углы напряжения, у тебя в итоге получается по-настоящему огромная, невероятно сильная мышца. Этот момент крайне важен, так что давай разберем, что мы можем сделать на практике. Давай возьмем конкретный пример. Для этой мышцы нам обязательно нужно добавить дополнительные упражнения на статику и растяжку, помимо стандартных изометрических упражнений. Например, это могут быть дугообразные упражнения. Вместо того, чтобы просто толкать ноги прямо в обычном режиме, ты закрепляешь свое бедро в неподвижном положении и уже после этого выполняешь плавное, замедленное дугообразное движение. Послушайте внимательно. Эти криволинейные движения воздействуют на концы мышц, именно на концы бедра. Не делайте их ни стоя, ни лежа. Как вы понимаете, мы обязательно подготовим для вас отдельное подробное видео, где разберем все нюансы этих упражнений, но старайтесь использовать именно криволинейные, а не прямолинейные упражнения. Некоторые группы мышц требуют такого подхода. Добавьте эти упражнения в определенные тренировочные дни, точно не те, когда вы выполняете прямолинейные упражнения. Тогда ваша мышца станет намного красивее, гуще, полностью заполнит все свободное пространство без пустот, станет крупнее, сильнее и будет гораздо лучше защищена от травм. Окей, ребята. Друзья, у тех из вас, у которых отдельные мышцы имеют дополнительные продления, таким мышцам обязательно нужны криволинейные упражнения. Давайте сначала посмотрим на руки, как на передние, так и на задние. На изображении передних рук, которые вы видите сейчас, видна одна головка мышцы, которая длиннее другой и имеет дополнительное продление за пределами обычной длины. Чтобы эта головка могла нормально двигаться, активно расти и обеспечивать надежную поддержку бицепса, вам обязательно нужно включить в тренировку криволинейное упражнение.
К слову, вы наверняка заметили, что у многих людей наблюдается недостаточное развитие бицепсов, и как раз такие упражнения помогут исправить этот недостаток. У большинства спортсменов есть дефицит, если не принимают гормоны и не обманывают себя. При естественной тренировке он точно есть. Дефицит нижней части мышцы. Если вы развиваете верхнюю с криволинейным упражнением, оно подтолкнет нижнюю. Есть несколько упражнений для этого, но один из них криволинейный. Анатомически эта мышца имеет дополнительное продление. Еще пример. Задние дельты. Заметите эту область, это длинная голова. Видите? Длинная голова, о которой мы говорили, частично соединена спиной. Заметите ее продление, где она заканчивается, как она больше протягивается. Самая большая проблема. Она изогнута, поэтому почти невозможно сделать прямолинейное сгибание, разгибание, чтобы она работала. В будущем мы увидим, упражнения должны соответствовать направлению мышечных волокон. Эти линии вертикальные, параллельные. Если волокна вертикальны относительно Земли, упражнение будет, например, тяга каната сверху вниз. Держите мышцу вертикально и двигаете руку. Сгибай и разгибай. Передняя часть с гантелями, задняя с канатом. Тяга каната сверху. Главное, чтобы мышца была вертикальной. Почему? Потому что ее волокна, как в видео, вертикальны. Эти чудесные мышцы – уникальные двигатели. Если вы делаете движение против их направления, они не могут поддерживать вес и не будут расти. Если мышца изогнута, вы не можете двигать ее по прямой линии. Нужно упражнение, соответствующее ее форме. Если оно не вертикально, нужен другое. Иначе она не будет двигаться и расти с классическими упражнениями. Она не будет двигаться и не расти с базовыми классическими упражнениями. Поэтому нам нужно криволинейное упражнение. Закрепите мышцу и руку, они остаются неподвижными, а движетесь по кривой, как мы говорили про ногу. Нога неподвижна, но вы двигаетесь назад и вперед, без сгибания. Это работает именно на эту часть. Тогда мышца сжимается больше, происходит интеграция роста, пропадают пробелы и заполняется нижняя часть. Вы работаете на эту головку, заполняя нижние пробелы, которые у большинства естественных спортсменов выглядят некрасиво. Мы вас научим правильной науке, чтобы вы отказались от гормонов, стали сильнее, красивее, естественным и здоровым. Не принимайте гормоны, они могут привести к раку, сексуальной слабости и другим проблемам. Анатомия – это не наука демона, как кто-то думает. Никто не получает от нее вреда. Прежде чем появился этот спорт, не было науки о мышцах, поэтому вам обязательно нужно знать ее. Если вы тренер или создаете движений, вам нужно понимать анатомию. Сегодня мы поняли идею криволинейных упражнений. В будущем объясним их детально. Теперь вы знаете, почему не стоит следовать слепым традиции или брать неизвестную информацию. Минасалов, вы понимаете почему? Теоретическая часть не поможет, если вы не попробуете это на практике. Самый убедительный